Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях сделать аспириновую маску. Маска, в состав которой входит обычный аспирин или ацетилсалициловая кислота, дает очень хороший омолаживающий эффект. Подтягивает эта маска кожу лица в момент подсыхания. Сегодняшняя маска осветляет пигментные пятна, тонизирует кожу и хорошо увлажняет. Маска подходит для всех типов кожи. Также сегодняшняя маска подходит и для кожи с куперозом, и для кожи с проблемами. Если у вас есть черные точки, угри, комедоны, либо воспаление, сегодняшняя маска отлично успокоит кожу, подлечит и очень хорошо увлажнит. Не забывайте подготавливать свою кожу перед нанесением домашних масок. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы также можете найти на моем канале. Для достижения наилучшего эффекта нанесите эту маску на распаренную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Отлично эта маска подходит после посещения сауны, бани или горячей, расслабляющей ванны. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Для достижения наилучшего эффекта чередуйте эту маску с другими масками, рецепты которых вы также можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите аспирин. Аспирин – это ацетилсалициловая кислота. Можно использовать также для сегодняшней маски и янтарную кислоту. Аспирин можно использовать любой. Я люблю использовать кардиоаспирин, который дополнительно будет успокаивать кожу, хорошо дезинфицирует, убирает пигментные пятна. Аспирин подлечивает кожу. Если у вас на коже имеются участки, поврежденные куперозом, то аспирин также будет отлично укреплять сосуды. Так что сегодняшняя маска подходит и для кожи с куперозом. Возьмите 1 таблетку аспирина. Если у вас аспирин плохо растворяется, то предварительно разомните его в порошочек, так, чтобы облегчить процесс приготовления сегодняшней маски. У меня аспирин хорошо растворяется, поэтому я добавляю чайную ложку обычной кипяченой воды. Можно использовать для сегодняшней маски также и минеральную воду без газа. Тщательно растворите аспирин в кипяченой воде. В момент приготовления домашних масок не торопитесь. Соблюдайте не только рецептуру масок, но и порядок добавления каждого компонента. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Достаточно примерно полминуты на то, чтобы аспирин хорошо растворился. Кстати, все свои домашние маски я показываю в режиме реального времени. Достаточно того количества времени, сколько длится ролик. Аспирин хорошо растворился, он не растворяется полностью, должны быть вот такие крупинки. В процессе добавления каждого компонента постепенно аспирин будет еще более размягчаться. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Рисовая мука отлично смягчает кожу, сочетается очень хорошо с аспирином. Рисовую муку рекомендуется часто использовать в домашнем уходе. Рисовую муку вы можете приготовить самостоятельно. Возьмите небольшое количество белого риса, перемелите в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Советую заранее приготовить большее количество рисовой муки, так как она часто применяется для изготовления масок в домашних условиях. Нужно взять 1 чайную ложку рисовой муки. Муку возьмите без горки. И также тщательно смешайте все ингредиенты до получения однородной приятной консистенции. Взбейте маску на этом этапе так, чтобы не было комочков. Рисовая мука смягчает кожу, осветляет кожу. Сочетание с аспирином дает очень хороший освежающий, омолаживающий кожу эффект. После применения этой маски ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Хорошо смешала рисовую муку и аспирин. Затем добавляем следующие компоненты. Нам понадобится косметическое масло. Можно использовать косметическое масло домашнего приготовления. Если вы не знаете, как в домашних условиях сделать косметическое масло, вы можете посмотреть на моем канале. Проще говоря, возьмите листья
розы, можно использовать цветы ромашки, можно использовать листья подорожника, можно использовать листья малины, либо смородины. Залейте небольшое количество этих листьев сверху оливковым или подсолнечным маслом. Подержите в темном месте от 3 до 5 дней, и косметическое домашнее масло готово. Его можно использовать, добавляя в различные маски и кремы, рецепты которых вы также можете найти на моем канале. Возьмите 10 капель косметического масла. Можно использовать косметическое масло персика, масло розы домашнего приготовления или то масло, которое подходит к вашему типу кожи. Также тщательно взбейте сегодняшнюю маску. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость со слегка сладковатым вкусом, не имеющая запаха. Глицерин – это отличный увлажнитель кожи, поэтому использовать его рекомендуется в домашнем уходе для предотвращения обезвоженности кожи, тем более, когда есть перепад температур и сухой воздух в помещении. Глицерин не наносите в чистом виде, так как он дает пленочку, которая будет впитывать влагу из вашей кожи. Правильное использование глицерина дает очень хороший омолаживающий, увлажняющий кожу эффект. Также добавьте 10 капель глицерина. И тщательно смешайте все компоненты до получения однородной консистенции. Маска имеет приятную консистенцию. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Маску можно наносить на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз, по косточке, не заходя на слизистую оболочку. Не забывайте остатки домашних масок также наносите на кожу рук. Наносить маску нужно по кожным массажным линиям одним толстым слоем. Наносите все домашние маски в теплом виде. Если вы хранили маску в холодильнике, то перед тем, как нанести, подержите ее на водяной бане, слегка подогрейте до комнатной температуры. Для достижения наилучшего эффекта наносите все домашние маски на очищенную и подготовленную кожу. Кожа должна быть слегка влажной. Держать маску не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.